Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о жизни, личной жизни каждого из нас, но я надеюсь, с учетом метафорических карт 78 дверей, колода карт так называется, и аллегории, образов, вы сумеете переложить подсказки карт на свою личную историю и что-то просчитать на пару шагов вперед. В этой колоде принципиальное значение имеют двери, открытые они или закрытые, и ключ, который нам нужно подобрать, как будто, чтобы открыть эти двери, а может быть, куда-то и не торопиться. Давайте узнаем. Я поздравляю всех вас, мои дорогие тельцы, с праздниками Рождества и Нового года. Будьте милосерднее к своей собственной душе, к самим себе. Будьте счастливы, мои дорогие тельцы, и любимы всегда. Это так важно. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Итак, первая карта. Что важно знать? Чем вы будете, может быть, заниматься эту неделю? Что для вас будет в приоритете? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Какие двери закрыты будут? Что будет помогать? И что скрыто? Достанем карту дела, работа, бизнес, хотя не совсем эта неделя про дела, но у кого как, какие-то мелкие наши, может быть, дела обычные, будничные. Энергия денег мы посмотрим. И что в личной жизни, что важно знать для вас. А тут сама по себе личная жизнь. Самое главное, знаете, чему вы будете уделять внимание? Наверное, отчасти прислушайтесь к своей интуиции. Если вам, вот подсказка шестого чувства, что-то говорит, ты сейчас занимайся вот именно этим делом, обязательно уделите этому внимание. Если вам где-то интуиция подсказывает, вот тут не тормоши себя, значит, это тоже имеет место быть. Интуиция, конечно, проигрывается. Нет закрытых дверей, нет чего-то такого, что, знаете, глобально важно осуществить на этой неделе. Правда, эта неделя сама по себе больше на паузу может походить, потому что, таково, наверное, стечение обстоятельств, потому что праздники, мои дорогие, первая неделя января, не самое активное время. Для кого-то это просто личная жизнь, ваши близкие, ваши любимые, ваши супруги, или, может быть, ваши где-то друзья, может быть, подруга, тут у каждого как-то по-своему будет. Или внимание своему жилищу мы тоже можем уделять. Самое главное, не должно быть иллюзий. Вот этот момент. Или искусственно что-то не ставьте на паузу. Вот это будет тоже важно. Чего не избежать или неожиданности? Вот знаете, если мы говорим, помогает где-то интуиция. Вот глубокая философия, разделяйте эти два понятия, она не будет помогать. Почему? Видимо, есть какая-то или тема в вашей жизни, чего угодно может касаться. У кого-то это будет касаться, может быть, правда, той самой личной жизни, есть какие-то вопросы, или вы хотите что-то осуществить. У кого-то по работе, может быть, такая двойственная ситуация, сложно с чем-то определиться, разобраться. У кого-то из вас, может быть, и по здоровью тоже, или что-то по недвижимости, что угодно, как я уже сказала. Карта Луна, сама по себе неопределенность. Вы на этой неделе явно пока чего-то не видите. И если приходят какие-то даже, знаете, как новости, события, скорее всего, это все будет меняться. Здесь есть момент недостоверности. И самое главное, уделить внимание самим себе. Вот это будет важно. И еще один момент. Мы как будто ждем чего-то. Поэтому что-либо ускорить не получится. Хотя и искусственно, как я сказала, ставить что-то на паузу, потому что сейчас не получается. Это не значит, что эта дверь закрыта. Нет дверей закрытых для вас. Но, может быть, с учетом того, что праздничная неделя, мало рабочих дней, мы не можем какие-то осуществить согласования, например, с высокими чиновниками или отправиться туда, поскольку все закрыто, может быть, для кого-то так проигрывается, но это не значит, что когда закончатся праздники, вы это не осуществите. Сама по себе карта говорит, что сейчас, да, темновато, как луна, сумерки, но выглянет солнце, все станет на свои места. С другой стороны,
Если мы говорим про закрытые двери, куда-то определенно ломиться не стоит. И больше здесь на самосохранение. Нам изображена дверь, которая, как будто, обратите внимание, находится под наклоном. И это не что иное, как прообраз Пизанской башни в этой колоде. Мы знаем, что Пизанская башня, она у нас падает, поэтому и под наклоном дверь. Но, тем не менее, кажется, падает, да? Но она падает уже сотни лет. И, тем не менее, стоит прочнее всех остальных, наверное, строений. Поэтому карта нам говорит, что какие-то двери для вас должны быть обязательно открыты. И если вам придется прикладывать к этому усилия, как будто игра стоит свеч. Обратите внимание еще на одну деталь. Это хамелеон, как страж двери. Мы говорили, ключи к дверям. Так вот здесь хамелеон, страж дверей. Вам как будто придется договариваться с самим хамелеоном. Наверное, мимикрия, которым он обладает. И для вас, как подсказка, что будут изменяться обстоятельства, могут быть такие люди, с которыми вам придется договариваться. Может быть, где-то лавировать на этой неделе, обходить острые углы, чтобы не создавать какую-то конфронтацию, чтобы себе не навредить. Нам как будто обязательно нужно войти в эту башню. Даже если это дверь, которая под наклоном, мы знаем, всегда тяжеловато открывается. Договориться даже с хамелеоном для вас будет важно, чтобы попасть внутрь и быть в безопасности. Вот для себя не навредить, делать все то, что для вас только в плюс, мои дорогие тельцы. Вот это будет важно. И понимать, что пройдет еще какой-то период времени. И правда, 2 числа Меркурий у нас выходит из ретро-движения, переходит в директное прямое. И постепенно будут, как знаете, отстраиваться какие-то системы, налаживаться какая-то информация. То, что прежде был типа фейк или ошибочно, теперь будет словно отстраиваться заново. Поэтому с течением дней, событий и какая-то обстановка, ситуация, вопрос, тема для вас, мои дорогие тельцы, обязательно прояснится. Просто здесь не форсируйте. Чему сейчас не время? Одиночеству не время, это точно. У нас, тем не менее, посмотрите, выпала колода. В колоде карт, точнее, 2 карты. Королева кубков и король кубков. Здесь для кого-то из вас может быть, как расстояние между вашей парой, между вами и любимым человеком по разным причинам. У кого-то, может быть, командировки застали именно в праздничные дни, или по работе было необходимо просто куда-то уехать, или вам самим как будто разлучиться. Разные могли быть события, по которым, опять же, карта Луна. Есть, это старший аркан, значит, обстоятельства в вашей жизни повлияли на вашу пару таким образом, что вы сейчас можете быть словно на расстоянии, или на этой неделе совершить какую-то поездку, или и выяснять что-то по вопросам вашей личной жизни, вашей семьи, ваших родственников или того, что для вас наиболее актуально. Чему сейчас не время? Наверное, знаете, думать где-то, что, отчасти ведь это карта иллюзий. Именно в этой колоде. Как будто сидит у нас король, изображен русал. Он мечтает о чем-то. Дверь-то открыта, обратите внимание, нет закрытых дверей. Но он сидит в этом темном гроте, и кроме как поднять этот кубок, больше он, не собирается делать ничего. Он как будто сидит и просто выжидает. Вот просто выжидать, видимо. Или где-то уходить в глубокую философию, мои дорогие, повторюсь, как будто сейчас точно не время. Подмечать все важно. По Луне собой не рисковать, повторюсь, важно. Наверное, не думать, тоже повторюсь, что какой-то вопрос, который у вас не решился, может быть, на этой неделе, это значит тупик, и в последующем, ничего не получится осуществить. Вот, знаете, тут можно вот с этими 3 картами, тем более 2 у нас аркана кубковых, вы можете такого себе надумать, а реальность она будет совершенно другая. И причем по части вас самих, либо вашей личной жизни, либо вашего отношения к работе, или какие-то вопросы, может быть, по работе, по творчеству, или у кого-то, повторюсь, по здоровью, правда. Поэтому не стройте для себя какого-то мрака, понимаете? Нет, тут все у вас прояснится. Давайте, что будет помогать? Вот прям все то, что я говорила. Вы люди-реалисты, вы люди где-то прагматики, вы умеете видеть по факту, но здесь как будто вас
ну, затягивает на какую-то глубину, может, по крайней мере, эмоций, или та обстановка, которая вокруг вас, может быть, способствует, ну, как нет какой-то ясности, и приходится чего-то ждать, а вам хочется быстрее что-либо прояснить, с чем-то определиться, а как будто не получается, и тем не менее у вас сейчас очень сильная позиция. Значит, неделя такова, что что-то вы не ускорите. Специально что-то из-за этого отказываться, да, если не получается осуществить, как будто не время. Подождите, через какое-то время что-то придет в движение, и правда для вас что-либо прояснится. По любым вопросам, по любым сферам жизни, которые теперь могут казаться, ну, как для меня сейчас, словно в тумане. Здесь, как и деньги, будут для вас, как у вас сейчас, и возможности новые открываются вот-вот, как будто... И вот давайте, кстати, мы посмотрим, что скрыто. Знаете, вам придется сделать как будто то, что вы сами от себя не ожидаете. Или придется своего рода квантовый скачок по этой карте, пятерка кубков. Но вот именно в этой колоде нам показана девушка, которая сидит на втором этаже и ждет помощи, а двери входные горят буквально. И нам ясно совершенно, что единственный выход к спасению – прыгать. Вот тот самый аллегорический квантовый скачок или делать то, чего мы прежде не делали. Но она сидит и ждет в надежде, кричит, как будто из окна, надеясь, что кто-то придет на помощь. Мои дорогие, вот вам все равно придется какую-то проблему решать самим. Как будто с ней столкнуться, ну или, как знаете, столкнуться с собственной тенью. Почему говорю? Видимо, для кого-то из вас вопросы касаются еще и чувств. Или для кого-то могут касаться вопросы вашего здоровья. Я так думаю, что это не для всех будет актуально. Может быть, это вопросы, кстати, связанные с жилищем. И для вас потребуется срочно куда-то поехать, отправиться, совершить переезд. Или вот этот квантовый скачок. У каждого как-то по-своему на что-то решиться, чего вы прежде либо не делали, либо это не входит в ваш привычный ритм. Или в привычку вообще. Умение видеть, вот как по королю Пентаклей, правильно оценивать ситуацию, обстановку. Повторюсь, сильная позиция. Не сомневайтесь в себе, даже если темновато, даже если тысячи неопределенностей, даже если накатили какие-то эмоции, мне кажется, сплошной мрак. Странно, мои дорогие тельцы, для вас как раз январь обещает быть очень продуктивным месяцем, но может быть первая неделя, несмотря на сильную позицию, какие-то эмоции могут накрыть вас как будто. Или вам надо решиться на что-то, а для вас тоже как будто внутренних душевных сил не хватает вот на эту решимость. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Правда, та ситуация, которая может казаться патовой. Нам изображена девушка, которая думает, как это мне войти в эту маленькую дверь. А понятно, что либо ей надо стать меньше, либо дверь должна вырасти. Дверь как будто закрыта. Мы туда, через дверь именно, не войдем. Но чтобы попасть за этот забор, нам, правда, этот самый скачок, или прыжок, или перемахнуть через этот забор. Совершенно очевидно, что мы можем туда попасть, вы можете. Но сделать придется что-то совершенно не так, как вы делали прежде. Изменение планов для вас, мои дорогие тельцы, может быть на этой неделе. Или вы будете обдумывать какую-то свою позицию, как что-то лучше обустроить, что-либо решить. Но у вас, повторюсь, сильная позиция по четверке Пентаклей – это всегда карта якоря. Вы как будто сейчас наиболее сильны. Поэтому в себе не сомневайтесь. Где-то деньги сохраняем, мои дорогие, они вам понадобятся. В финансах точно деньги понадобятся. Карта нулевого аркана. Нет дверей, кстати, обратите внимание. Все зависит от ваших приложенных усилий, действий или того, как вы распорядитесь этими деньгами. Не сглупить с чем-то будет важно. И у нас показан в этой карте человек, который имеет ключ. Вот все ключи в ваших руках. Вы как будто все знаете. Поэтому, если мы говорили про интуицию, слушайте ее. Если она вас от чего-то останавливает, ну, значит, попробуйте пройти именно по той волне, на которую вас настраивают высшие силы через вашу интуицию. Вот эти ключи к пространству вам как будто следует подобрать. И если мы конкретно про деньги, здесь может быть как новые варианты заработка или как какая-то
Но пока еще не ясная ситуация, и вы будете словно подбирать к чему-то ключи. Может быть, вот та карта Луна, которая нам сейчас говорит, береги себя, не рискуй собой. И эта ситуация ненадолго, может быть, это буквально какая-то неделя, потом для тебя что-то прояснится, будет больше какой-то определенности. Но пока я сказала бы на деньги, хоть нам и сказали, деньги есть, не время что-то покупать, мои дорогие. Несмотря на то, что 2 числа как бы Меркурий у нас выходит из ретро-движения, и самое время для покупок, но кто знает, может быть, что-то потом для вас будет более лучше, если у вас даже в вашей программе есть смена места жительства, у кого-то так. Ну, повременить как будто определенно стоит и вдохновиться чем-то. А вот как новые способы заработка у кого-то из вас могут проиграться. Личная жизнь. Ну вот, наверное, да, правда, у кого-то может быть какая-то ситуация, что вы со своим любимым человеком либо на расстоянии, либо, ну, есть разногласия, может, у кого-то из вас недостаток взаимопонимания, не смогли договориться, и вы выжидаете этот момент, а нам карта говорит, сколько ты чего-то не жди, может быть, это прежняя какая-то история для вас, та, которая была со знаком минус, мои дорогие. И я бы сказала, с нулевым арканом, пусть на деньги. И с учетом 5 кубков, что скрыто, как будто от чего-то нужно уйти. От кого-то, для кого-то из вас буквально нужно уйти, как вот из этого горящего дома или от прежней какой-то ситуации, обстановки. Нужно уйти, как будто сменить шаблон, какой-то стереотип в корне, переломить. Может быть, этот стереотип в вашем мышлении, а может быть, это те обстоятельства, в которых вы находитесь. И здесь тоже нужно действовать. Видимо, у каждого как-то будет по-своему. Есть то, чего вы не сможете изменить, и вам нужно дождаться, пока обстановка прояснится или придет более точная информация. Есть и то, когда вы не должны рисковать. Но, мои дорогие, есть и то, что навсегда встало на паузу и нет смысла ждать. Правда, тут такое Соломоново решение принимать для вас, может быть, на этой неделе. Но по этой карте нам ясно говорят, двери закрыты, и как будто женщина успела состариться за тот период времени, пока она сидела и чего-то ждала. Поэтому, знаете, мои дорогие, оцените правильно. Может быть, это неделя своеобразной ревизии того, к чему вы прикладывали усилия, и чем это в итоге закончилось. Как вы строили для кого-то отношения и что есть на данный момент. Она для вас будет ощущаться наиболее остро. Эмоций, внутренних каких-то моментов для вас будет много. Поэтому вас и карты немножко уводят от эмоций в какую-то реальность и говорят вам, что помогать. У тебя сильная позиция, ведь это карта короля Пентаклей. Это карта самореализации, это человека, уверенного в себе, который мы спрашиваем, двери какие открыты или закрыты. Он сам открывает, и не что иное, как свой сейф, и любуется на свои сокровища. Поэтому вот эта сильная позиция может быть уйти от каких-то бесконечных переосмыслений, воспоминаний в реальность. Заняться тем, что сейчас стоит на повестке дня. Пусть какое-то мелкое дело или то, что вы, как вот знаете, чем мы занимаемся в течение будней, или то, что мы называем бытом, да, может быть, вот в эти вопросы с какой-то конкретикой сейчас мы можем уйти, что-то решить, что-то для себя сделать, но самая главная задача не чтобы нас не накрыли эмоции, чтобы мы, ну, где-то не провалились на глубину вот этого бездонного колодца каких-то воспоминаний, переживаний, потому что уже как новости какие-то у вас на пороге, новые события, изменение обстановки, даже той, которая сейчас вообще имеет 1000 неопределенностей. И просчитать невозможно, правда, что-то будет меняться. Давайте я достану карту совет. Как, исходя из всего, видят для вас карты. Неожиданные, мои дорогие тельцы, правда. Но что выпало, то выпало. Кому-то важно услышать. Может быть, с кем-то и не совпадет. Карта совет, 7 жезлов. Посмотрите, двери открыты или закрыты. И камень в грот. Человек сам или открывает, или закрывает. И даже непонятно, что он сейчас делает. И вы, видимо, на этой неделе для кого-то вы как будто закроете двери или перестанете выжидать что-то. А
Какие-то возможности, вот как по королю Пентаклей, они к вам приходят. Может быть, с чем-то рационально и где-то продуктивно определиться. Даже если какие-то неопределенности, видимо, есть, у вас есть возможность, как и вот эту сильную позицию, мы говорили с вами, по карте Луна, когда необходимо попасть в Пизанскую башню, как будто скрыться в этом гроте, да, уйти от каких-то ну, недоразумений, у вас будет возможность обойти сложную ситуацию определенно тоже, чего бы она ни касалась. Решить какой-то вопрос. А если вам нужно будет отдохнуть, значит, уделите внимание и отдыху. По семерке жезлов всегда нам говорят, если про карту совет, держись нейтральной позиции. Поэтому что-то открываете, будете кому-то, а перед кем-то вы окончательно закроете двери. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.